Вот новости, речь идет о сделке по природным ресурсам, и сразу же появились от СМИ, которые ознакомились с деталями этой сделки, кое-какие подробности. Например, там говорится о создании общего фонда для двух стран, который будет инвестировать в проекты в Украине, и США, вероятно, будет получать часть прибыли. Какую часть, пока непонятно, ничего про суммы, про объемы и так далее неизвестно. Есть важный момент в договоре. Там нет гарантий безопасности для Украины. Как вам кажется, вот, может быть, были какие-то устные гарантии? И если нет, почему Украина пошла на это? Я не знаю, конечно, что там было устно, но при этом надо сказать, что, конечно, вот эта информация про соглашение между Украиной и Соединенными Штатами, и, кстати говоря, что очень немаловажно, да, то есть, скажем, это вместе с этим объявлено о том, что в пятницу Зеленский приедет в Вашингтон и будет там встречаться с Трампом. Да? Вот после того, как они друг друга обозвали, ну, точнее сказать, Трамп больше обзывался, вот, значит, все-таки они встречаются. И это очень интересный момент, потому что вот многие говорили о том, что значит, вот Трамп пошел на уступки Путину, они с Путиным там все поделили, обо всем уже договорились, но при этом, когда будет встреча Трампа и Путина, неизвестно. И Зеленский добился того, чего он добивался. Он говорил о том, что он хочет встретиться с Трампом первый. И вот он будет с Трампом первый встречаться в ходе этих договоров, в ходе этих переговоров потенциальных, пока еще потенциальных переговоров о мире. Вот. И второй очень важный момент. Мы еще увидим кое-что новенькое в этой истории с соглашением о природных ресурсах. Это новенькое касается не только, собственно, американо-украинских отношений, но вообще глобальных отношений мира с Трампом. Зеленский продемонстрировал, что Трампа можно заставить отступить. Заставить дать заднюю, как Маргарита Симонян выражается. Потому что, вот, судя по, опять-таки, тем утечкам и тем пересказам, которые есть в СМИ, содержание вот этой согласованной сделки, она сильно отличается от первоначального варианта. Да? И она сильно отличается в пользу Украины. Потому что исчезла вот эта вот безумная сумма в 500 миллиардов. Ну, правда, Трамп уже заявил, что на самом деле сделка принесет и $1 триллион. То есть у него постоянно ставки растут, словесные. Вот. Но тем не менее, да, вот цифра в 500 миллиардов исчезла. Фонд будет управляться не только Соединенными Штатами, как это было по первоначальному варианту соглашения, но это будет совместный фонд, американо-украинский, то есть украинцы там будут присутствовать. И никакие изменения, там, расходы, средства фонда невозможно без согласования обеих сторон. Ну, есть еще ряд других, сейчас не будем даваться в подробности, но важен сам факт, даже не то, что там написано, а сам факт, что Зеленский, в отличие от какого-нибудь там Трюдо, например, да, так скажем, продемонстрировал, что с Трампом можно разговаривать, причем можно разговаривать на его же языке, потому что, будем откровенны, да, так скажем, главный переговорный прием Трампа сейчас – это истерики и угрозы. И вот Зеленский продемонстрировал, что если устроить встречную истерику, да, то можно, так скажем, кое-чего добиться. То есть Украина уперлась. Да, то есть они, казалось бы, находясь в отчаянном положении, совершенно гораздо более отчаянном положении по отношению к США, чем, например, та же Канада по отношению к США. Но украинцы отказались, несмотря на все угрозы, несмотря на все оскорбления, которые там потом последовали в адрес Зеленского. Украина отказалась подписывать этот первоначальный вариант. И тут неожиданно выяснилось, что эта сделка, сам факт сделки, не важно, что там будет в договоре написано, но сам факт этой сделки нужен Трампу не меньше, чем Зеленскому. И поэтому он вынужден был отступить. Вот это, пожалуй, вот то реальное, да, так скажем, что произошло. Да, там, по поводу содержания этой сделки, ну, даже многие экономисты говорят, и биологи говорят, это не я, что на самом деле это все торговля воздухом. Да, там, сколько этих несчастных редкоземельных металлов в Украине есть, и можно ли их вообще добывать, и можно ли их обрабатывать и транспортировать, до сих пор неизвестно.
Да? Но важно подчеркнуть, что мы на самом деле не знаем, что в этой сделке. Возможно, там речь идет не столько смысл там не столько в полезных ископаемых, сколько в инфраструктуре, например, украинских портах, да, через которые эти полезные ископаемые предполагается вывозить. Но, вероятно, каким-то образом, может быть, точнее, невероятно, может быть, да, Украине придется делиться доходами от своих портов и прочей инфраструктуры.